Добрый день, подписчики и не подписчики, и вновь прибывшие, и те, кто просто смотрит канал, кому просто интересно. Так, вам не очень заходит видео, смотрю, поэтому по сторонней технике плюс по сторонним всяким ТНВД не очень вам нравится. Ну, наверное, конечно, потому что аудитория у меня в основном любители автомобилей Паджеро. Так, ну тогда вернемся к Mitsubishi Паджеро. Вот он, автомобильчик. Хороший, замечательный автомобильчик. Проблема у него такая. Стучит мотор. Человек делал два раза, делал капиталку. Ему отдали, мотор стучит. Отдал второй раз. Туда же что-то переделали. Но мотор все равно стучит. Сейчас давайте послушаем, как он стучит. Чтобы, я надеюсь, на камере это будет все слышно. Давайте это с салона, потому что даже в салоне слышно, что стучит. Макс, иди сядь в салон. Ну вот Максим говорит, что он думает, что так как 90% аудитории скажут так, как думает он, что это стучит шатун. Нет, у меня не только шатун, у меня еще предположение. Так, у Максима еще есть предположения. Какие у тебя предположения еще есть, что это стучит? Ну, что при капиталке прокладку не ту поставили. Так, при капиталке не ту прокладку. Все поршня. Правильно? Да, Вовка тут логически говорит, стучали бы все поршня, потому что у всех размер не тот. Шатун слишком мягко для шатуна. Не говори предположение мое. У меня предположение другое. Мне просто интересно, у кого какие мысли, что стучит в машине. Но чтобы поставить диагноз более точный, мы не будем полагаться на свои уши. Мы будем полагаться на... Тут мне подсказывают на разборку мотора. Ну да, будем, но потом. У нас есть такой профессиональный прибор. Фонендоскоп. Новомодный. Ну, давно он у нас уже. Кстати, можно, кто увидит, такие профессионально заниматься. Покупайте. Работает хорошо. У нас уже года 4. То есть подключаем. Одеваем наушники. Тут есть указочки, короткие, длинные, вкручиваем указку, вот сюда вот, и прослушиваем, тыкаем в нужные места и прослушиваем, где что стучит. Также можно отрегулировать громкость себе, чтобы более ярко услышать звук, менее ярко. То есть хорошая штучка. Вот сюда наушники втыкаются. Вот так вот. Кстати, да, хозяин он был у нас неделю назад.
когда мы предварительно диагностировали это, он, по-моему, проездом был. Он говорил, что... Крышку снимите. Макс, снимешь? Домовка ты занимаешься тогда. Что нету масла, не ел машина, ни капли, все хорошо. Но вот сейчас он на дальняк скатался туда-обратно. И появился расход масла. Что уже настораживает. Кстати, с таким звуком он проехал уже более 2000 километров. Ну да, с таким темпом тогда сразу исключается шатун. Что он прошел сильно. Да, вот и меня тоже это смутило, что он более 2000 километров проехал. Если бы стучал шатун или поршень, он бы уже вылез наружу. То есть, скорее всего, это не оно. Очень много отдал человек за эти ремонты, за эти все поиски. Очень много. Ну, я думаю, мы обойдемся малой кровью и найдем причину. Надо вентилятор, Макс, снять, чтобы он это не мешался. Сейчас разбираем, что мы сейчас делаем. Разбираем немножко внешние элементы на двигателе, чтобы нам удачно его прослушать со всех сторон. Вот, прослушаем, и там будет видно. Я сразу по рассказам Максима, я тоже был склонен, что стучит, ну, может быть, не шатун, может быть, трещина в поршне, потому что Максим сказал, что сильно дымит. Но вот сейчас на горячую я дыма-то особого и не увидел. То есть я уже не так более склонен верить, что проблема с поршнем, с треснутым, либо с шатуном. Но шатун бы, да, уже вылез, потому что столько проехать невозможно на разных скоростях и оборотах, чтобы это не вылезло наружу. С поршнем тоже невозможно. Тем более мотор капиталили, потому что был прогоревший поршень. Человек знает, как это все происходит с поршнем. Ну, как-то так. Вот видите, почему я мало снимаю, потому что получается, что не закручено. Может, это вот эта фигня стучит? Она не закручена была, кстати. А мы тут ломаем копья. Так, почему я мало снимаю? Потому что, видите, вот я сейчас снимаю, а Максим один работает. Сейчас он будет также, я буду снимать, а он будет один прослушивать автомобиль. Что не совсем хорошо. Ну и, кстати, некоторые случаи бывают. С одной стороны, вроде бы серьезный случай, да, что там не работает, не едет, плохо дымит, там не развивает обороты. А на деле банальщина простая. И не успеваешь просто создать видео, чтобы заснять, чтобы это все сделать. И все, пока я наклапан потоком, он вообще сначала не давал ничего, наклапан дал, все пошло давление. Вот, сейчас, подожди. Тут у нас еще вращается на испытании насос с Форда Куги. Вот, тут тоже проблемки с ним. Ну, данный ролик у нас сейчас по машине. Запускать надо, да? Ну, Чё, желательно. Так не услышишь? Ну, давай запустим. Вон там лучше сверху. Прилив, вот здесь труба. Не, вот здесь. Вот здесь. Блин.
а в других местах. Прямо вот тут вот сверху. То есть где включается В районе первого цилиндра, да? А там дальше нет? А с этой стороны прослушаем. А на остальных цилиндрах? А ты прям через голову слушай. где-то вот первый. Так, ну сейчас уже мое предположение рушится, то, что я думал. И сейчас уже как бы выходит наружу, наверное, более вероятным то, что Максим предполагал. У меня было предположение, что стучат балансировочные валы, в частности правый. Но прослушав сейчас прибором фонендоскопом, Максим сказал, что снизу все тихо, а стучит именно вверху и именно в первом цилиндре. Все остальные цилиндры молчат. А может быть тупо зазор выставлен неправильно? А может быть рокер слетел и заклинил? Да, сейчас будем поднимать клапанную крышку и запускать без клапанной крышки. Вот видите, опять Максиму работать, а мне снимать. Ну вот. Сняли клапанную крышку. А так что, не чувствуешь ничего? Знаю, на впуске на горячую 20-ка лезет. То есть, когда он остынет, я думаю, он сядет еще. Так что, думаю, тут не клапана. А выпуск? Давай, что-то щелкну стартером, ты мне скажешь, когда все. Не лезет? Другое. Еще. Угу. Пролетает, да? Нормально, да, версия с зажатыми клапанами не подтвердилась, потому как клапана проскакивают. Ну, зазоры хорошие. Гаечка не закручена. Зазорчики, видите? Ага. Да. Не, подожди. Вовка, садись ты, запускай. Так, запуск без крышки, чтобы... Включи свет, а не надо. Чтобы лучше увидеть, услышать. Давай. Да. То есть еще сильнее стал сверху звук. Еще сильнее. Ну, конечно, мы открыли доступ. То есть это верхняя Так часть. кого-то не отсюда может стучить. Шань, залезь головой в салон. Умер. Там злобное животное везли нас. Не знаю. Давай посмотрим, возьмем прокладку. По мне там это не прокладка,
Что это? Вот, ну, посмотри вот на кромушек прокладки. А где еще 2 слоя? А по мне такие здесь нету. А, ну да. Вот она торчит, вон, видишь? Да, вижу. Давай крышку что снимаем. Досмотрим номер прокладки. Может, действительно не оригинальная какая-то прокладка стоит, подкидная. И она поршень тупо бьется об кромку головы. Да, там будет наклеп. Наклеп будет хороший. Так, ну что, я тогда ставлю Да, другой клапан. и проверять по этим же. Ну, на тех же оборотах, на тех же напряжениях проверять. Если будет лучше, Выше килограмм. да, значит проблема с этим, Клапан. с клапаном. И надо будет покупать новый клапан. А если этот клапан выше даст, хотя какая разница? Но я вообще не уверен, что он нормально рабочий. Вот этот евро 3? Да. Нет, я имею в виду, если, может, на этом клапане он покажет, ну, может, клапаны разные будут в этом. Ну, может, да. Ну, давай поставим, посмотрим. Не, но потом только разбирать насос Ну, и смотреть, и разбирать секция. плунжера. Если секции нормальные, то клапан другой, и все. Миш, подержи фонарь. Так, что сейчас делаем? Снимаем защитный кожух. И как я на одном из своих видео показывал, будем смотреть, какой стоит номер прокладки. То есть у Максима еще вторая версия была, что ошиблись с номером прокладки. И машина так тарабанит сейчас. Где наши зеркальца? Зеркальцы. Вот они. На, зыркой. Ну, вариант попадает 4-й номер. 4-й, самый высокий номер. Вариант с прокладкой отпал. Ну, вот видите, вариант с прокладкой отпал. Все, блин, самое легкое, блин, отпадает. Да что ж такое? Бабла-то не срубить просто так. 1,3 там был. Первый, третий, вот этот получается первый сюда. Да. Все легкие варианты уже отлетели. Ё-моё. Ну что же там стучит? Это как Ералаша. Дядь, я знаю, что у тебя сломалось. У тебя сломалась машина. Мишка нам сейчас сразу диагноз скажет. Что сломалось, Мишка? Клапана. Нет, клапана уже у нас отлетели. Вариант с Вариантов клапанами. много осталось, или поднимать голову. Ну, тут, поднимая голову, надо разбирать лобовину для того, чтобы убедиться в этих балансировочниках. Или проще скинуть сразу мотор на землю. Мы не увидим, даже если мы снимем лобовину, мы не увидим состояние балансировочников. Ну, вот Это нужно мотор вытаскивать. Да. Ну, тогда мы снимаем мотор. Нет, я думаю, давай поэтапно. Снимаем башку. Но снимая башку, мы увидим поршня. Да. Мы хотя бы увидим, И может быть... если не угадая с поршнями, то нам придется разбирать лобовину. Нет, То есть, нам в принципе, мотор так раскидали нам, весь. да, так и так мотор снимать. Ну, вот я и говорю, может сразу его снять. Это на земле будет проще гораздо делать. Башку проще снимать на машине, не на месте, Показания 600 килограмм дал. а не на земле. Сейчас, секундочку, у меня здесь другие варианты. У Макса еще одна теория в голове. Он хочет померить компрессию. Я вот хотел бы, чтобы он повернул вал как минимум 2 раза коленчатый, чтобы увидеть, ну, чтобы почувствовать, может быть действительно там во что-то упирается поршень. Может, там что-нибудь забыли? Ну, посмотрим.
Посмотрим компрессию. Пошел я за набором для проверки компрессии. Вот такой наборчик. 400. Нет, не 400. 40,064. Вот так откручиваешь, смотри. Указку сюда. Сам прибор сюда, только чтобы выключен. Было наушники здесь выключены. Да, вот так вот. Ну, все, выключено. Так, вот это у нас вкладыш для проверки на Mitsubishi Pajero. Что-то все уже выкрутил, да? Так, чтобы проверять компрессию, нам нужно обязательно снять предохранитель, который отвечает за... вот он точно, сам уже забыл. За работу ТНВД, чтобы у нас не было впрыска. Не было впрыска в цилиндрах, когда мы проверяем. Чтобы форсунки не смывали масляную пленку, нам нужно отключить работу топливного насоса высокого давления. Снимаем вот этот 20-амперный предохранитель. И тогда мы проверяем компрессию. Миш, помаслай. Миш, покрути стартером, вот тебе скажем, когда все. Хорош! Компрессия 28. Ну, компрессия хорошая. Ну, на горячую. Ну, скорее всего, на холодную то же самое будет. Компрессия норма, потому что у него норма 28,8. Ну, плюс берем плюс-минус погрешности прибора. Миш, не уходи. Он, по-моему, даже на холодную. Вот вращаешь стартер, он стучит, да? Ну, что не услышал сейчас. Сейчас еще раз послушаем, да? Но долго, набирает долго он это самое. Свои положенные 28 должен за 3-4 как бы. Без разницы, да. Там шим сигнал идет, там все равно. Миш, давай. Хорош. Тоже норма. То есть треснутый поршень тоже отметается версия. Это я думал о трещине в поршне. Потому как если бы была бы трещина в поршне, то не было бы компрессии. Самая большая. Да, тоже прокладка исключается, она стоит самая большая. Шатун остается. Остается, да. Шатун либо палец в поршне. Либо, да, либо они что-то делали с этими, с верхними головками шатуна, и там нету размера. Да, и все. Вот оно остается, несколько вариантов. Распредвала бы слышно было, что да. вначале постели бы уже Миш, давай. Да. Тоже норма. Тоже норма. Что, пропускает здесь? 4-й будем смотреть? Четвертый смотреть не будем, потому что с его стороны стука нету. Ой, как мне это все дорого. Все, мы в ступоре, не знаем, на что копать, на что грешить, куда копать. Но версия, да, скорее всего, что-то проблема, как-то они затронули верхние головки
шатунов, может что-то делали, может перевтуливали. И получается, палец стучит либо в поршне, либо в этом, либо в верхней головке шатуна. Но это вообще тяжело ловить вот эти вещи. Ну, будем пробовать. Цифры есть, какие должны быть, которые будем пробовать. Так, что происходит? Смотрите, видео не сделал, потому что нужны были задействованы все руки. Накинули клапанную крышку, завели машину, и я ослабил трубку высокого давления с первой форсунки. Все, стук полностью ушел. Ну, машина подтраивает, конечно, но стук полностью ушел. Затягиваем, стук возвращается. То есть вот в таком плане. Почему сразу не подумали на форсунку? Потому что хозяина переспрашивали 2 или 3 раза насчет форсунок. Он прям вот без тени сомнения в голосе говорил: нет, это не форсунки, форсунки перебирали, тут с ними все нормально, 100%. Вот, и мы как бы не подумали на них. А сейчас получается, что мы откручиваем, ослабляем форсуночку, а она тарабанит. Сейчас, значит, достаем форсунку и будем проверять. Так, версия с форсункой не подтвердилась. Форсунка просто идеальная, смотрите. Стреляет на 195, просто прям идеально. Просто идеально. Ну и да, мы поставили другую форсунку. Стук остался тот же самый. И получается, все равно мы прислушались при отключении форсунки. Стук остается. То есть тут явно где-то в кривошипно-шатунном механизме проблема. То есть в КШМ. У меня уже тут такая мысль. Получается, его перебирали 2 раза. Мотор из-за стука. И проблему не нашли. Ну, я так логически думаю, да? Максима другие, конечно, мысли. Сейчас я их озвучу. Получается, ребята, которые перебирали его 2 раза, стук не нашли причину. Отдавали все 2 раза со стуком. Они не нашли. Сейчас, если мы еще потратим время и работу на это дело, выставим счет хозяину, а стук останется. То есть где гарантия, что мы его найдем, да? То есть там тоже же, получается, не пацаны со двора ему перебирали, а тоже кто-то другие, ну, нормальные, как бы, позиционируют себя, что все хорошо делают. Плюс не можем определиться, что все-таки стучит, что причина. Уже тут со всеми мотористами созвонились, переговорили. Версия была лопнувший поршень, но лопнувший поршень вылез бы с компрессией. Версия верхняя головка шатуна. Нет, более опытные, чем я, мотористы говорят, что тут даже, тут она должна полностью вылететь, чтобы он начал стучать. То есть нет такого. Вкладыш уже вылез бы давно. То есть мы сами тут уже, думаю, можешь предложить человеку, чтобы не тратил деньги, купил другой блок. И мы не тратили силы, и он не тратил деньги на вот это все. Но у Максима версия, что они ему ремонтировали, короче, почти год машину. То есть вот с этим, ну, проблему, капиталили мотор. То есть он говорит, специалисты бы год мотор не капиталили бы. Ну и вы должны понимать, это я обращаюсь к подписчикам, к своим, к зрителям, что искать проблему и исправлять чьи-то косяки намного сложнее и затратнее, нежели все это дело делать заново. Так что мы сейчас в размышлениях. Конечно, мы озвучим все свои мысли хозяину. Мы не принимаем таких решений в одиночку, потому что человек, владеющий этой машиной, должен принимать такие серьезные решения сам. Вот. Ну и, скорее всего, серия про поджерик затянется несколько
потому что мы тут только думать сейчас в выходные. Сейчас уходим на Пасху. Все, кстати, с наступающей Пасхой, с Христовым воскресением. Поздравляю, всего наилучшего. Ну а мы будем все эти выходные за праздничным столом это переваривать в голове. Ну, плохая неприятность, потому как за 3 тысячи уже стук, если было бы это что-то вот банальное, уже бы вылезло, давно уже было бы видно. А так как это не вылезло и не стало явным, большой вопрос, как же это нам найти. Ну ладно, серия будет по нему продолжаться. В любом случае, все варианты, все решения я буду озвучивать вам. Буду озвучивать, и вы узнаете, решили мы эту проблему, и либо не решили, и каким путем мы ее решили.